Когда мы говорим о USB микрофонах, многие вспоминают Blue Yeti, HyperX Quadcast или какой-нибудь Fifine. Но что если я расскажу вам об этом австралийском парне, который по качеству звука на голову выше всех этих микрофонов, и необработанный звук с которого вы слышите прямо сейчас? Ребята, хочу порекомендовать вам свою группу ВКонтакте. Там вы можете найти подробную информацию о выходящих роликах, а также о моем канале в целом. Если это вас заинтересует, можете вступить туда. Буду рад вас видеть, ссылка на группу в описании. Начать бы мне хотелось с небольшой предыстории, поскольку мое знакомство со звуковыми устройствами началось довольно давно и длилось на протяжении долгого времени, если не до выхода этого ролика. Более 3 лет назад, когда я начинал делать нормальные видео с комментариями, говоря нормальные, я не беру в расчет мои видео, записанные на планшет, которые я делал в 14-летнем возрасте. Так вот, тогда я записывал свой звук на микрофон от гарнитуры Philips SHM-1800, который звучал примерно так. Обошли с вами фашистский форпост и теперь плавно продвигаемся на черную станцию, которую, кстати, будем проходить по стелсу, пробовать, потому что для хорошей концовки это важный шаг. Первое время такой звук меня действительно устраивал, записывает и записывает, слышно и слышно, и так я делал в течение пары месяцев. Потом я подумал, что стоило бы обновить качество записи и купил себе гарнитуру Sennheiser GSP-350, однако звук с ее микрофона не оправдал моих ожиданий, и я долго выкладывал видео без комментариев. Где-то 1,5 года назад ко мне снова вернулась идея подыскать себе какое-либо звукозаписывающее устройство, а именно USB микрофон. Поначалу я думал купить себе Blue Yeti, поскольку это довольно известная модель микрофона с хорошим качеством звука. Плюс к тому он неплохо подешевел по сравнению с предыдущей ценой. Однако потом я узнал, что этот микрофон странно реагирует на 10-ю Windows, а поскольку у меня именно эта операционная система, я передумал брать его. В итоге мой выбор пал на Razer Siren X, звучание которого мне весьма понравилось. К тому же дизайнеры явно постарались над его внешним видом и размерами. Стоит сказать, что микрофон мне понравился, и до какого-то времени я использовал его в своих видео. К нему мне пришлось купить поп-фильтр, поскольку микрофон сильно ловит свистящие и шипящие звуки. Однако, когда у меня возникла идея делать ролики с закадровой озвучкой, я понял, что для этих целей такого микрофона будет маловато. Тогда я продолжил поиск нового девайса, который подходил бы для озвучки, подкастов, стримов и тому подобного. Изначально у меня был выбор между Samsung G-Track Pro и Rode NT-USB, однако остановился я все же на Rode, поскольку он многофункционален и уже давно положительно зарекомендовал себя на рынке. Микрофон пришел довольно быстро, а именно вечером следующего дня после заказа. В пакете меня ждала огромная коробка с щедрой комплектацией. Внутри лежит сам микрофон с уже установленным поп-фильтром. Рядом с микрофоном расположена его стойка. Дальше идет длинный 6-метровый кабель, а также стильный кожаный чехол для переноски микрофона. В чехле лежит документация, наклейка с надписью I love Rode Microphones. Документация представлена на 8 языках, среди которых, к сожалению, нет русского. Видимо, австралийцы просто позабыли про наших русских комрадов. NT-USB имеет внутри капсуль диаметром 0,5 дюйма или 12,7 мм. Также за защитной сеткой расположен небольшой фиолетовый светодиод, загорающийся при включении микрофона. Сам микрофон сделан из металла с матовым покрытием, на передней его стороне расположен логотип компании, а сзади красуется неприметная, но строгая надпись: разработана в Австралии, собрана в Китае. Сбоку расположены 2 ползунка для мониторинга звука, а также разъем мини-джек для наушников. Верхний ползунок регулирует соотношение между вашим голосом и звуками компьютера, а нижний отвечает за громкость общего звука. Треногий корпус поп-фильтра выполнен из пластика, однако сама сетка поп-фильтра сделана не из ткани, как обычно, а из металла, что довольно удивительно. Благодаря наличию надписи Rode на микрофоне, стойке, поп-фильтре и даже креплении, вы никогда не перепутаете его с микрофоном какой-либо другой фирмы. Собрав микрофон, я понял, что он чуть ли не в 2 раза больше моего предыдущего. Зато смотрится он не менее красиво и стильно, чем Siren X. Если вам интересны характеристики Rode, то в данный момент они представлены на экране. Однако большинству людей эти цифры ни о чем не скажут, а потому, я думаю, вам было бы интереснее послушать тесты данного микрофона. Но прежде чем записывать голос, стоит сперва правильно настроить звук. Для этого в командной строке вводим следующую команду, ищем наш микрофон и идем к уровням. Здесь можете поставить громкость на свое усмотрение, однако я не советую ставить вам 100%, как это сделал изначально я, поскольку если вы запишете слишком громкий звук, то эти перегрузы на записи вы потом никак не уберете.
Поэтому здесь будет лучше поставить примерно 80% и поднять уровень звука в самой программе для обработки. Теперь давайте сделаем какую-то тестовую запись. В 2003 году, став лидером на новом рынке, Rode Microphones переехали в новую фабрику и офисное здание неподалеку от Дома Олимпийских игр в Сиднее. Согласитесь, что уже без обработки звучит микрофон довольно неплохо, однако вот вам для сравнения звук, которого можно добиться после должной обработки. В 2003 году, став лидером на новом рынке, Rode Microphones переехали в новую фабрику и офисное здание неподалеку от Дома Олимпийских игр в Сиднее. Теперь давайте проверим, как NT-USB записывает вокал. Я надеюсь, вы понимаете, что я не Фрэнк Синатра и петь толком не умею, а потому получилось то, что получилось. Ща будет бит, пацаны. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ну и в конце концов давайте посмотрим, как наш австралийский друг записывает музыкальные инструменты. Благо с сотого дубля я наконец смог сыграть часть советского гимна на губной гармохе. Конечно, с обработкой это будет звучать несколько иначе, однако я не музыкальный виртуоз, и потому обрабатывать эту запись я не буду. Хотя... Подводя итоги из всего вышесказанного, можно отметить преимущество данного микрофона. Во-первых, это отличное качество звука прямо из коробки, поскольку даже без обработки он звучит весьма достойно. Во-вторых, это многофункциональность. NT-USB подходит для записи голоса любого рода, будь то подкасты и стримы или же запись вокала. В-третьих, это, конечно же, простота использования. Как только вы вскрыли коробку и собрали майк, все, что вам останется сделать, это подключить его через USB-порт к вашему устройству. После этого он сразу будет готов к эксплуатации. Ну и наконец, четвертое преимущество – это довольно щедрая комплектация. Помимо самого микрофона вы получаете весьма качественный поп-фильтр, стойку, 6-метровый кабель, а также стильный австралийский кожаный чехол. После этого вы можете спросить, неужели у Rode NT вообще не к чему придраться? И тут я должен сказать, что все же у него есть пара недостатков, о которых стоит упомянуть. Во-первых, это действительно высокая цена. Если вы только начинаете записывать звук, то вы вряд ли захотите платить более 15 тысяч за USB микрофон. Во-вторых, лично для меня большим минусом является отсутствие кнопки Mute у NT-USB. Если у вас возникла срочная потребность выключить микрофон, то вам не удастся этого сделать. Однако, если вы стример, то данную проблему можно решить, настроив в программе для трансляции горячую клавишу отключения микрофона. По крайней мере, такая возможность есть в OBS Studio, про другие сказать не могу. На самом деле, как по мне, лучше было бы добавить возможность быстрого мьюта микрофона вместо, например, одного из ползунков, который вряд ли понадобится большинству пользователей. Это еще раз доказывает, что Rode разработан в первую очередь для вокалистов, которым важнее мониторить звук. Тем не менее, и эта проблема далеко не критична, учитывая преимущества NT-USB. Если уж совсем придраться, то к недостаткам можно отнести то, что микрофон имеет только кардиоидную направленность и слишком длинный 6-метровый кабель, который неудобно то и дело разматывать и сматывать. Но послушайте, я не думаю, что большинству пользователей, а тем более стримерам, нужны все те направленности, которыми обладает тот же Blue Yeti. На мой взгляд, это просто будет лишняя переплата денег. А что касается кабеля, я думаю, его не обязательно разматывать до конца. Достаточно размотать какую-то часть, и если есть возможность, повесить его где-то под столом, чтобы моток проводов не бил вам по ногам. В целом, как мне кажется, Rode NT-USB отлично справляется со своей основной задачей, а уж покупать его или нет, решать вам. Я лишь постарался сделать так, чтобы данный ролик получился интересным и полезным для вас, а потому, если я смог вам чем-то помочь, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Димас, счастливого вам Рождества и Нового года! Shine like a star, shining so bright.